Друзья, приветствую вас на канале Шито-Крыто. Здесь вас ждут проверенные народные приметы на каждый день года. 1 декабря – День Платона и Романа, а также День Наума Грамотника. Знаете ли вы, почему этот день считался важнейшим в календаре наших предков и почему 1 декабря считается днем начала обучения детей грамоте? Давайте узнаем приметы и традиции, которые существовали в этот день на Руси, а также как мы можем использовать энергетику этого дня, чтобы приумножить наши финансы. Друзья, вы только представьте, как интересно будет почитать ваши комментарии под этим видео. Поделитесь впечатлениями, что нового для себя узнали. Если видео вам пригодится, поделитесь ссылкой со своими друзьями. Это поможет мне создавать еще более полезный контент для вас. Декабрь – последний месяц года, и в старину он был временем, когда крестьяне уже заканчивали свои полевые работы и могли посвятить себя другим занятиям, в том числе и обучению детей. Именно поэтому 1 декабря, в день памяти пророка Наума, наши предки начинали учить своих детей грамоте. Пророк Наум считается покровителем грамоты и умственных занятий. В этот день родители отводили своих детей к учителю. Учитель приходил в дом родителей и занимал почетное место в переднем углу. Отец передавал сына учителю с просьбой научить его уму-разуму и за леность наказывать побоями. Мать, стоя у двери, должна была плакать, чтобы показать, как тяжело ей расставаться с сыном. Ученик трижды кланялся учителю в ноги. Учитель в ответ ударял ученика по спине 3 раза плеткой. Мать сажала сына за стол и вручала ему азбуку. Учитель начинал учить ребенка читать и писать. Занятия начинались с буквы «Аз», и на этом они и заканчивались. После занятий родители угощали учителя и дарили ему подарки. Учитель уходил, а на следующий день ученик снова приходил к нему, чтобы продолжить обучение. Приуроченность этого обычая к имени и дню святого Наума объясняется тем, что месяц декабрь, как зимнее время, является наиболее подходящим для занятий сельских детей книжным делом. Кроме того, имя пророка Наума имеет отношение к образованию ума, что и послужило причиной того, что наши предки называли его грамотником. Также в этот день внимательно следили за погодой. 1 декабря – зимоуказчик. В этот день христиане чтут память святых Платона и Романа. Этот день считался важнейшим в календаре, так как наши предки верили, что именно он определяет, какой будет зима. Существовала поговорка у крестьян: «Платон и Роман покажут зиму вам». Этот день, как зеркало, отражает характер грядущей зимы. Сколько раз изменится погода за день, столько же перемен ждет в зимние месяцы. Если 1 декабря сильный ветер за окном, зима будет ветреной и снежной. Стремление к богатству свойственно людям всех времен и народов. Не были исключением и наши предки, которые часто обращались к святым за помощью в этом деле. Одним из самых известных заговоров на богатство является заговор на монетку. Для этого необходимо взять самую крупную монету в доме и, держа ее в руках, произнести следующие слова: «Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман». Эти слова произносились трижды, после чего монету клали в кошелек и носили с собой в течение года, не тратя. А еще в этот день принято было вспоминать ушедших предков и готовиться к работам наступающего времени года. У наших предков существовали поверья, что в этот день нельзя делать определенные вещи, чтобы не накликать на себя беду. Например, не стоит начинать совместные проекты. 1 декабря считается неблагоприятным днем для совместной работы, поэтому в этот день лучше отказаться от подписания договоров о слиянии предприятий, коммерческих соглашений и других документов,
о создании общего дела. Если же вы все же решите рискнуть, то будьте готовы к тому, что в итоге можете остаться и без денег, и без друзей. Нельзя мыть посуду чужим человеком. В день Платона и романа «Хозяйка» дома должна сама мыть посуду после ужина. Если же это сделает кто-то другой, особенно гостья, то она смоет из семьи благополучие и счастье. Не выбрасывайте детские игрушки. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив и удачлив, то не выбрасывайте и не дарите его игрушки. Считается, что вместе с игрушкой можно отдать удачу ребенка. Эта примета особенно часто сбывается, если с этой игрушкой малыш спал. Не жалуйтесь и не злитесь в этот день. В день Платона и романа важно держать эмоции под контролем. Не жалуйтесь на жизнь и не злитесь на окружающих, чтобы не привлечь в свою жизнь еще больше неприятностей. Постарайтесь свести к минимуму общение с неприятными людьми. Зима – время, когда природа замирает, и крестьяне переходили к промыслам, народному творчеству и ремеслам, резьбе, ткачеству, гончарному делу. 1 декабря было принято делать игрушки из обожженной глины и деревянную посуду. Это были одни из самых популярных народных ремесел. Глиняные фигурки, расписанные яркими узорами, радовали глаз и украшали быт. Деревянная посуда также была неотъемлемой частью крестьянского быта. Она была прочной и долговечной, а также имела красивый внешний вид. На севере России крестьяне занимались резьбой по кости. Резьба по дереву – один из древнейших русских промыслов. Из дерева изготавливали различные предметы быта, украшения, а также обереги. Основным материалом для резьбы по дереву была липа. Из дерева также делали разнообразные обереги, которые должны были защищать своих хозяев от нечистой силы и дурного глаза. Ночь с 30 ноября на 1 декабря считается особенно важной в плане сновидений. В это время спящий может получить подсказки о будущем и даже раскрыть свои скрытые способности. В эту ночь сновидец может увидеть события, которые повлияли на его жизнь, но которые он по каким-то причинам забыл. Сны с 30 ноября на 1 декабря могут также раскрыть скрытые способности спящего, например, талант к рисованию, музыке, писательству, спорте или даже к магии. Если сновидец увидит во сне, что он умеет делать что-то необычное, то ему стоит попробовать развить в себе этот дар. Если сон, увиденный в ночь с 30 ноября на 1 декабря, был ярким и запоминающимся, то его обязательно нужно правильно растолковать. Для этого можно обратиться к соннику или к опытному толкователю снов. Друзья, очень нужна ваша помощь. Подписка, лайк и комментарий. Для меня это очень ценно. Это позволит мне и дальше создавать полезный контент для вас. Помогите каналу расти. Жду вас каждый день на канале «Шито-крыто».